Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, вы на канале Как похудеть, и это наконец-то выпуск бодрого утра с Марией Мироневич. Долго готовилась, наверное, к этому видео, ну и времени на самом деле не было. А какая сегодняшняя тема выпуска бодрого утра? Тема, про которую мне много пишут, потому что, ну, вы знаете, я честно с вами всем, что происходит в нашей жизни, делюсь, и Сергей делится уже, и моя мама. Ну, в общем, не об этом видео, о том, что с момента переезда прошло чуть больше 3 месяцев, а я уже болела 2 или 3 раза. Причем один раз мне пришлось принимать и антибиотики, и гормоны, и, в общем, было совсем плохо. И один из комментариев, часто, которые в такие моменты пишут, это то, что ага, ты похудела, и весь там твой иммунитет, твое здоровье куда-то там ушло, ты неправильно худела. И сейчас вам просто хочу показать, как вот выглядит мое лицо. Сегодня у нас 14 декабря. Лицо мое выглядит, правда, так, что сниматься не хочется вообще. Вы извините, я сейчас шапочку одену, потому что здоровье свое, скажем так, берегу. Есть шапочка на мне. Вот. И такие комментарии в такие моменты часто поступают. И, казалось бы, они имеют смысл, да, потому что, ну вот, все время ты болеешь, значит, ты там похудела слишком сильно или там неправильно. И для многих это видится одной из причин, почему с похудением связываться не стоит. На самом деле, мое здоровье, как бы анекдотично это ни звучало, да, учитывая, что я переболела за 3 месяца уже 2 раза, намного улучшилось, потому что, честно, с самого детства здоровьем, его крепостью я абсолютно не отличалась, совсем не отличалась. Я болела чем-то вообще постоянно. Во-первых, я аллергик, и это с самого детства. То есть доходило до того, что это еще было, ну, в дошкольном периоде, что я покрывалась вся такой вот диатез, да, это тогда называлось, диатезной коркой, и с мамой отвозили в больницу, потому что я была вся покрыта этой коркой, и там как-то лечили, не знаю, честно, слава богу, это все дело не помню. Вот, что у меня всегда болело, что-то всегда болело. То есть то у меня были проблемы с желудком, то есть это гастрит, наверное, один из таких постоянных диагнозов, которые ставят детям. И с этим я еще даже до школы лежала в больнице без мамы, ужасный был опыт, я его, к сожалению, помню. Вот, дальше у меня были бесконечные отиты, жуткое, скажу дело вам. Вот, ездили постоянно к лору, который там все это мне чистил. В общем, это было ужасно. Потом еще, так сказать, красной нитью такого же цвета, как моя куртка, через всю мою жизнь прошли аденоиды. Вот, гланды начались потом. В прямом и в переносном смысле. Вот, самое интересное, что мне тогда это было очень модно. Тогда мне, значит, тоже около 5 лет мне было, удалили эти самые аденоиды. Но самое интересное началось потом, поскольку эта ткань имеет способность к восстановлению. Ну, что вы думаете, они у меня выросли опять. И, соответственно, мой нос практически всегда вообще не дышал. Так что у меня хронический ринит. Вот. Потом у меня... Вот вы знаете, это вообще можно бесконечно рассказывать, чем я болела. Потом что еще? Нос у меня, естественно, не дышал всегда. Периодически с этим делом я попадала в больницу. Вот. Что еще? Потом у меня были, по, так скажем, простонародному чирьи, фурункулы, да. Это все дело мне тоже лечили вонючей мазью этого Вишневского, печеным луком, синей лампой. Кстати, кто использовал синюю лампу, напишите об этом в комментарии. В общем, чего только с моим здоровьем не происходило. Потом у меня начались хронические, танзилит. И поскольку я все время начала этим танзилитом болеть, он у меня перешел в хроническую форму. Вот, то есть все время, причем
обе беременности также у меня происходили. Во время беременности я тоже болела, я же не могу не болеть. Где-то в среднем по 2 раза я болела, причем, ну, серьезно, приходилось колоть антибиотики, ну, конечно, которые более-менее разрешены при этом деле. Ну и, так скажем, вершиной проблем с моим здоровьем это, конечно же, стала астма, которая у меня уже где-то 5, сейчас вот пытаюсь вспомнить, нет, где-то 4 года, ну вот, то есть диагноз уже установленный, потому что проблемы с дыханием, хроническими бронхитами и всем, что вообще связано с дыхательной системой, у меня были всегда. Вот. И, ну, про астму я рассказывала, да, что вовремя обратилась в больницу, потому что я вроде бы все, да, как сказать, назначение врача-то исполняла, но кашель, тут я же не знала тогда, что астма это кашель, честно. И у меня до сих пор приступы астмы это именно кашель, когда я, ну, не могу перестать кашлять. Потому что у всех колокола звонят очень красиво в церкви, потому что у всех такой стереотип, я не знаю, но у меня лично, да, что в кино всегда показывают, что астматик это человек такой и все. Вот, и я, честно, не могла, ну, подумать о том, что вот, что я так дышу, да, и что я вот так кашляю бесконечно, там по полчаса у меня были приступы кашля, что это может быть астма. Вот, и, соответственно, тогда меня прокапали в больнице в платной, потому что дочка была совсем еще младшая, совсем еще была маленькая, плюс была еще работа, и, честно, я за свою жизнь, извиняюсь, много времени провела в больницах, и, соответственно, я прекрасно понимала, еще это была весна, я прекрасно понимала, что сейчас пойду в больницу, я там что-то еще местное переопылюсь, и вообще будет мне не очень. Поэтому и финансы, слава богу, тогда позволяли, и вообще всегда есть у нас такой отдельная такая заначечка на то, что если у кого-то что-то заболит, потому что, честно, очень давно уже не пользовались не в России бесплатной медициной, вот. И хорошо эти средства были на этот стационар, там меня прокапали, откачали, и самое интересное произошло, когда я решила, и мне диагноз в этой больнице не могли установить. Почему? Потому что у них в штате не было именно пульмонолога, да, то есть специалиста, который может поставить диагноз астма. У них был, хотя у меня там были все анализы, исследования там и так далее, вот, у них был только обычный терапевт. И, соответственно, мне для того, чтобы установить этот диагноз, нужно было лечь в обычную государственную больницу. И самое интересное, я честно не понимала, для чего мне нужно. Но мне объяснили так, что тебе нужно вот в такую больницу лечь для того, чтобы тебе поставили диагноз. И, как выяснилось, это для того, чтобы мне потом давали бесплатные лекарства. Почему я показываю значок кавычек? Потому что лекарства бесплатные даются, ну, русские, от которых у меня были парадоксальные спазмы. То есть лекарство вроде бы должно помогать, но тебе от него становится хуже. Это моя личная реакция. Возможно, всем остальным людям они подходят. И я этого не знала, и у меня было одно из обострений астмы. Это было как раз в начале тоже года. Младшей дочке было уже 3, как раз 3 ей исполнилось. И у меня... Почему я еще сдалась? Потому что я в больницу, да? Потому что я вообще уже не могла спать, не могла дышать. Плюс у меня пошло полностью воспаление всего, что можно. И я уже перестала слышать на одно ухо. Серьезно. И тут, конечно, я уже жутко испугалась и поняла, что сдаваться придется. Ну и, конечно, спасибо Сергею, который меня отвез уже просто туда. И попала, значит, я на государственное лечение. И что бы вы думали, я, честно, вот, не знаю, была, наверное, такая наивная. Я была уверена, что сейчас меня тут как полечат. Оказалось, нет. Мне делали все то же самое. Плюс я попросилась на дневной стационар.
Но самое интересное, что там все, я тоже не знаю, что это был такой, это был 17-й, наверное, год, и тогда была какая-то тоже, ну не пандемия, но серьезная заболеваемость, то ли гриппом, то ли чем, я не знаю, но в общем это была вирусная пневмония, которая бушевала в пульмонологии, в которой я лежала. И, естественно, я, так как мой иммунитет не очень, и весила я много, и жить мне было тяжело, и давление мое поднималось высоко, я это все дело там поймала. И после того, как бы меня неделю откачивали, я еще мне стало еще хуже. Хотя я никогда не практически, вот сейчас у меня настолько вот забитый иммунитет, что я даже болею в основном, ну вот без температуры. Но это было что-то настолько ужасное, что у меня шкалило 39. Вот, и мне стало совсем плохо. То есть у меня случилось левостороннее воспаление. То есть меня уже, когда у меня температура поднялась, они говорят, ну все, ты уже не наш клиент, ты клиент инфекционной больницы, мы сейчас сделаем тебе КТ и быстренько тебя отправим на улицу. Ну, в смысле, там, иди уже разберешься, то ли дом лечись, то ли иди вон в инфекционку, с температурой-то у нас в пульмонологии не лежат. И все. И тут мне делают, значит, КТ еще. Хотя меня прослушали, все было отлично, я прям готова была уже к выписке с вещами. Вот, тут мне, значит, делают КТ, и КТ показывает воспаление легких. Ну и с воспалением легких как бы людей нельзя выписывать. И поэтому мне стали колоть еще больше капельниц с антибиотиками и капельниц с гормонами. И это была, наверное, одна из худших недель в моей жизни, потому что я, вот честно, воспаление легких это вот ужасно. Действительно, просто я сейчас знаю, что да, у многих, почему я так сильно боюсь ковида и всегда в масках хожу. Она у меня в кармане, здесь просто, как вы видите, нет людей. Вот, потому что это были ужасные вообще дни. И я очень долго после этого восстанавливалась, потому что просто ты ничего не можешь делать, учитывая, да, что, ну, достаточно я молодая, все-таки тогда еще моложе, чем сейчас была. Ты просто лежишь, обливаешься потом, все время пьешь, и у тебя дикая слабость. Еще не знаю, как это связано, но у меня очень сильно болело сердце под ребром. В общем, ну, ужасное было. Вот ты просто превращаешься в такую тряпочку, которая вот просто все. Вот, и эта неделя была очень нехорошей неделей в моей жизни. Как-то за неделю там они меня огромными количествами всяческих препаратов откачали, сделали КТ и отправили. Вот, это был вот такой момент. И установили мне все-таки диагноз астма. Вот, оказывается, ради чего мне нужно было переболеть пневмонией. Еще такой момент. Потом, что еще было с моим здоровьем, это как раз-таки все то, что прямо-таки, знаете, как красная лампочка, как мои перчатки, видите, даже из 90-х, сигнализировала о том, что Маша, ну пора уже худеть. Ты смотри, что творится с тобой, с твоим несчастным, и так несчастным здоровьем, а с таким огромным весом вообще ничего уже не работает. Это в 2018 году мы как раз купили вот ту квартиру в Астрахани, в которой мы до этого, ну, жили и снимали, соответственно. Вот, и мы с Сергеем поехали выбирать люстру. И, соответственно, люстра в магазине всегда находится вот там где-то под потолком. И я поднимаю голову, смотрю, и я чувствую, что у меня немеет рука. Ну так вот, знаете, как засидела ногу, а это вот такое ощущение в руке. И у меня постепенно это ощущение распространяется на половину тела. Полностью, то есть у меня рука, нога, у меня нога волочилась. Я, конечно, перепугалась жутко. Хорошо, мы там и магазин в центре города. И я Сергею говорю, давай поехали в больницу. Я не знаю, там у меня что, инсульт или что, я умираю. Вот, и приехали в больницу, в экстренную. Учитывая, что у меня был паспорт с собой, документы и все. Мне просто дали половинку таблетки, померили давление, было всего-то 160. И отпустили с миром. Ну все, говорит, мы вам таблетку дали, а я не знаю почему, у меня случилось прям вот
после этого истерика. То есть, ну непонятно, мне жутко стало страшно, что я умру. Вот. И хорошо попалась более-менее, вы знаете, как-то сознательная, что ли, то ли сострадательная девушка там в регистратуре или рецепции, и она мне говорит: вы, если там вам будет хуже, не ждите, типа, ничего, вызывайте скорую, потому что такое давление — это не шутки. Ну, видать, то, что я плакала, мне было совсем плохо, и я как-то это пробрало. Ну и все, и прихожу я домой, и мне становится совсем плохо. У меня начинается, простите за подробности, рвота, и все, мне совсем уже плохо, я просто лежу пластом. Сергей говорит: ну что, давай скорую вызывать, что ждать-то? Вот, и он, естественно, описывает симптомы, которые у меня, в том числе и говорит про то, что у меня, да, рвота. И что бы вы думали, ко мне приезжает же, оказывается, у них там какое-то деление было, к нам на вызов приезжает, ко мне на вызов, да, приезжает желудочно-кишечная скорая, у которых нет, я серьезно говорю, у них нет, никаких не было таблеток от давления. И что они делают? Они мне делают противорвотный укол. Ну, говорят, ну и все, идите к неврологу по месту жительства. Я, конечно же, честно, испугалась, это не то слово. И, конечно, все перепугались, потому что тут непонятно вообще, что происходит со мной. Вот, и хорошо, у нас в Астрахани, ну не у нас, а вообще в Астрахани, да, есть кардиоцентр, федеральный кардиоцентр, куда я на следующий день и обратилась. Естественно, обратилась я туда платно, потому что, ну, там ждать записи куда-то, тут можно не дождаться, знаете. И хорошо нам попался нормальный, вменяемый врач. Вот, и она мне сказала, что по всей симптоматике и при давлении 160 у меня просто случился гипертонический криз. Ну, на фоне того, что мы переезжали, это и нервы, и плюс это физическая нагрузка была, потому что вы знаете, что мне на месте не сидится, и поэтому я вещи активно собирала, коробки переносила. В общем, делала все то, чего Сергей мне говорил не делать, и что он сделает сам. Потому что, вы знаете, мне всегда хочется быть в центре событий, и иногда это играет со мной злую шутку. Вот. И говорит, что сейчас еще врач продолжает, такое было отступление. Врач говорит, что сейчас еще очень сильно помолодели инсульты, поэтому на всякий случай сделали МРТ. МРТ отличается от КТ тем, что оно намного дольше, и для меня, честно, это были вот, ну, жуткие ощущения, потому что я никогда с этим не сталкивалась, видела только в кино. И тебя вот в этой робе, в такой, да, специальной, заправляют в эту трубу, и эти ужасные звуки, и тебе нужно же лежать неподвижно. И я такая езжу на этой туда-сюда и думаю: боже мой, а если сейчас... Вот вы знаете, что человеку может в такие моменты прийти в голову, да? А если сейчас случится конец света, а я так и буду ездить, никто не остановит эту трубу, и я так буду ездить до конца, не знаю чего, пока там не кончится электричество. В общем, ну какие-то сумасшедшие вообще были мысли. Вот. И оказалось то, что вот эта плаксивость, которая у меня случилась после того, как мне, ну вот, дали таблетку, это тоже один из признаков гипертонического криза. И вот такое раньше происходило с моим здоровьем. Плюс я болела и не выходила. Вот этот момент очень хочу подчеркнуть. Просто не выходила практически на улицу, наверное, с октября по апрель. То есть это была моя стандартная программа, что это начиналось обычно так. Осенний утренник в садике. Все родители пришли, посмотрели на своих милых осенних детишек, почихали, покашляли, и им-то ничего, а у меня с этого, так скажем, начиналась мой осенний бал. И осенний бал я потихоньку очухивалась, выздоравливала. Тут уже наступал зимний утренник, там я что-то еще подхватывала, вот, или там дети что-то со школы приносили. То есть, ну, всегда стандартно я вот все время болела. Плюс, естественно, поскольку я хроник, и все это легко может перейти
в серьезную форму и переходила. То есть, когда ты не можешь, ну, там, дышать, ходить, спать и так далее, можешь только кашлять. Вот. Естественно, тебя ждут антибиотики, тебя ждут гормоны, и просто половина, да, по сути, получается вычеркнутого года из твоей жизни. Потому что все это время ты не можешь, ну, как-то нормально функционировать, радоваться. Ты постоянно, да, прислушиваешься к себе, как ты сегодня и так далее. И тут периодически ты так выздоравливаешь, радуешься, потихонечку прогуливаешься, там выходишь на улицу, и что-то тут тебя в такой момент ловит. Поэтому к чему я? Это не было такой, знаете, анамнез, что со мной не так. Это было к тому, как с моим здоровьем, я по-прежнему называю его так, было раньше. То есть сейчас с моим здоровьем, я имею в виду, да, с того момента, как я начала налаживать свой образ жизни, расставаться со всякими ненужными вредными привычками, мое здоровье улучшилось в разы. И да, для кого-то за 3 месяца переболеть 2 раза это много. Но для меня всего 2 раза переболеть за 3 месяца осенью, а не болеть постоянно, это супер результат. Поэтому сейчас, видите, что-то еще с лицом случилось. То ли это реакция на какую-то местную косметику. Честно, не знаю, привезла с собой средства для борьбы с акне из России. Сейчас их использую. Надеюсь, что мое лицо вернется в приличное состояние. Вот, потому что, честно, вот это то, что, так скажем, меня смущает перед съемками. Поэтому я делаю то, что боюсь, полностью без макияжа. И хочу, чтобы вы знали, что все бывает. Все мы болеем. Чем мы только не болеем, да? Это все бывает в нашей жизни. Но это только еще один сигнал, это только еще один повод, это еще одна причина прямо сейчас, прямо сегодня начать заботиться о себе, о своем здоровье для того, чтобы просто лучше жить качественнее, жить счастливее в конце концов, потому что, правда, когда ты да, в здоровом теле здоровый дух. И когда я вот прекрасно знаю, это, знаете, такое некое состояние холодца или желе, когда тебе совсем плохо, и тебе не особо ни до чего, ты все время вот находишься в таком моменте, что ты слушаешь себя. И, конечно, это очень важно. Поэтому я вас прошу, начинайте ваш процесс снижения веса, если вы имеете проблемы с весом. И ваше здоровье на самом деле ответит вам взаимностью. Дайте ему время, и мое здоровье, правда, мне отвечает взаимностью. Это вот все, что я вам хотела сегодня рассказать. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Чем болеете вы? Напишите в комментариях. Почему? Потому что такие моменты, они бывают у всех. И важно их как-то не держать в себе, поделиться. И еще очень важно, потому что мы зачастую, когда чем-то болеем, думаем, что вот я же бедная, там больная, как же вот я буду худеть и так далее. А оказывается, что есть люди, у которых другие проблемы, такие же проблемы, как у тебя. И когда мы этими проблемами все вместе делимся, то мы видим, что да, у всех есть эти проблемы, но люди справляются, и значит получится как, да, как следствие и у меня. Поэтому обязательно напишите в комментариях про ваши проблемы со здоровьем, как вы справляетесь, как повлияло здоровое похудение на ваше здоровье. Если видео было полезно и интересно, ставьте лайки. Всем добра, любви, ну и, конечно, берегите себя.